Всем привет! Для вас видео без лишних слов. Сегодня в нашей программе сложная коррекция. Все материалы, использованные в видео, указаны в ссылке в описании под видео. Также регистрируйтесь на сайте, указанный в описании под видео, и получайте огромное количество бесплатных подарков. С такими ноготками может столкнуться каждый мастер, ведь иногда клиенты приходят от других мастеров, у которых наращивание, мягко говоря, не очень получилось. И сегодня именно такой случай, когда клиент слезно просится исправить это недоразумение. В это сложно поверить, но данным ногтям всего лишь неделя. По виду они отросли уже более как на 2,5 недели. Все это потому, что при наращивании гелем покрывали на 3-4 мм, отступая от кутикулы. Ногти – привет из 80-х. Необычный дизайн с пластмассовыми стразами, наклейкой, розовым камуфляжем и серебристыми блестками. Глядя с торца, ногти плоские, разного размера, широкие, по форме они все разные, держатся неплотно. Подробнее разбирать ошибки данного наращивания не имеет смысла, так как это наращивание – сплошная ошибка. Мизинчик приклеен на суперклей, при любом физическом контакте ноготок прыгает и доставляет клиенту дискомфорт. Как все мы уже знаем, в начале работы обрабатываем руки антисептиком. Далее я беру керамическую насадку с зеленой насечкой, это грубый абразив, он идеально подходит для снятия искусственного материала. Полными движениями, спускаясь сверху вниз, мы убираем лишний материал. Работая с ногтями от другого мастера, материал желательно убирать полностью, ведь вы не знаете, каким именно материалом пользовались до вас. Так как руки обработали антисептиком, убрав слой цветного геля, мы видим отслойку. Под прыгающим ноготком образовалась целая лужа. Благодаря этому мы можем увидеть, какого размера отслойка, и не пилить лишний материал. Мы смотрим, до какого момента доходит отслойка, и внизу от отслойки мы спиливаем лишний материал. Не сильно нажимаем на ноготь и двигаемся вдоль отслойки. Долго на одном месте насадкой не работайте, ведь это место нагревается. Аккуратно спилив гель под отслойкой, мы можем с легкостью ее снять, не травмируя ногтевую пластину. Избавившись от отслойки, мы продолжаем убирать лишнюю толщину старого материала. Затем переходим к следующему ноготку. Спиливаем всю толщину геля. Движения должны быть полными, сверху вниз, затем носиком вдоль кутикулы. Здесь также видим отслойку. Снова аккуратными плавающими движениями убираем материал под отслойкой. Таким образом мы избавляемся от отслойки, не травмируя ногтевую пластину и не затрачивая много времени на снятие материала, который уже не держится на ногте. Убрав отслойку, продолжаем убирать ненужную толщину геля. Переходим к большому пальчику. Убираем эту лепешку геля с ногтя, спиливаем толщину, ширину и все отслойки. Аппарат работает на скорости 30-35 тысяч оборотов. Если вы видите отслойку, ни в коем случае насадкой не поддевайте эту отслойку, ведь вы повредите натуральную ногтевую пластину. Здесь идет полная отслойка материала вдоль свободного края ногтя.
Возможно, кому-то проще покажется убрать полностью длину, но я не вижу смысла делать перенаращивание, ведь мы все равно будем корректировать форму и менять ее на более мягкую и подходящую к данным ручкам. Убираем весь материал с ногтевой пластины, оставляя его лишь на кончике. Спилив все ненужное аппаратом, переходим к опилу пилочкой. Вначале подгоняем ноготь под нужную нам длину. Затем переходим к опилу по форме. Заводим пилочку под боковую параллель и заужаем кончик ногтя. Доходим верхушкой пилочки до зоны вроста ногтя и останавливаемся. Затем переходим на другую сторону, также заужаем боковую параллель. Затем смягчаем получившиеся уголки, делая форму овальной. Произведя опил свободного края, зашлифовываем поверхность ногтя. Пилочкой или бафиком с мягкой абразивностью 180 или 240 грит открываем все чешуйки ногтя. Так как на этом ногте была отслойка и при нагрузке на свободный край ногтя гель подрывал натуральную ногтевую пластину, здесь есть расслоенный натуральный ноготь. Эти отслоечки нам также нужно убрать. Это вы можете сделать мягкой насадкой фрезером, либо же уголком мягкой стороны пилочки. Доходим до большого пальчика. Гель на нем держится только на кончике, и при работе с пилочкой мы видим, что он может надломиться. Поэтому форму мы опилим после покрытия гелем, а пока зашлифуем натуральную ногтевую пластину. Открываем все чешуйки и делаем ноготь шероховатым для того, чтобы забить гелем эти шероховатости и искусственный материал плотно сцепился с натуральной ногтевой пластиной. После переходим к мизинчику. Здесь есть остатки клея. Их обязательно нужно убрать, чтобы избежать отслоек. Мягкой стороной пилочки зашлифовываем ноготок, проверяем, не остался ли клей. Как видим, есть кусочек глянцевой поверхности, и после опила они исчезают вместе со старым клеем. Выравниваем свободный край ногтя. И убираем пыль с ногтей. После этого я беру ремувер для кутикулы. Это средство для смягчения и удаления роговевших участков кожи у ногтевой пластины. Очень удобный тюбик. Капаем по небольшой капельке на каждый пальчик и силиконовой кисточкой или апельсиновой палочкой распределяем каплю ремувером по нужной нам поверхности. Через 2 минуты ногти готовы к работе.
Аккуратно пушером отодвигаем птеригий. Это ороговевшая кожа, которая наросла на ноготь. Также приподнимаем кутикулу. После использования этого средства кожа счищается с ноготка очень быстро и легко, идеально подготавливая ноготь к покрытию. Как работать пушером? Пушер ни в коем случае нельзя ставить перпендикулярно ногтю или ложить пушер вдоль ногтевой пластины. Угол наклона пушера к ногтевой пластине должен составлять около 45 градусов. Стороной лопатка не стоит тыкаться в кутикулу. Нужно слегка пододвигать и подталкивать кутикулу. Стороной топорик счищаем всю ороговевшую кожу. Все это производим и на остальных ногтях. Нажим инструмента на ногтевую пластину должен быть минимальным. И для более тщательной зачистки ногтевой пластины от птеригия проходимся аппаратом. Аккуратно загоняем кончик насадки под кутикулу. Кончиком насадки кожу не тыкаем. Насадка должна идти по диагонали. Тщательно обрабатываем синусы. И выводим насадку не по ногтю, а вдоль бокового валика по коже. Так обрабатываем все ногти. Затем переключаем аппарат на реверс и работаем насадкой слева направо. Движения должны быть короткими. Теперь заводим носик насадки под кутикулу и щечкой насадки приподнимаем кутикулу, делая юбочку. Это облегчит обрезание кутикулы. То же самое делаем на следующих ногтях. Приподнимаем на реверсе кутикулу и образовываем юбочку. В это время кончик насадки ни в коем случае не должен касаться ногтевой пластины, чтобы не образовывались перепилы. Щечкой приподнимаем юбочку. Нажим насадки на кожу должен быть минимальный. Мощный аппарат работает на скорости приблизительно 10 тысяч оборотов. Аппараты послабее включайте на 15-18 тысяч. После маникюрными ножничками срезаем образовавшуюся юбочку. Ножницы ведем вдоль кутикулы, заводим кончик ножниц под кутикулу и делаем надрез. Работает только носик ножниц. Затем насадкой шарик с мягким абразивом зашлифовываем кожу, убирая все недочеты. Благодаря этому процессу через неделю носки не будет образовываться бахрома на коже. После обработки кутикулы на всех ногтях переходим к ногтевой пластине. Мы обезжириваем, обезвоживаем и убираем пыль. Для того, чтобы избежать отслоек, пыль нужно убрать как можно тщательней. Протираем ногти безворсовой салфеткой, смоченной в дегидрате или спирте. После берем бескислотный праймер. Если ногтевая пластина склонна к гипергидрозу, то есть повышенной влажности, используйте кислотный праймер. Праймер не должен попадать на кожу. Наносим тонким слоем на кончик натурального ногтя. Праймер сохнет на воздухе пару секунд. Высыхая, имеет остаточную липкость. После кислотного праймера ноготь мгновенно становится матовым.
После втирающими движениями и хорошо отжатой кисточкой покрываем ноготь базой. Таким образом, базу мы забиваем во все шероховатости, и сцепление искусственного материала с натуральной ногтевой пластиной будет идеально прочным. Покрывая базой, отступайте 1 мм от кожи. Если база затекла на кожу, либо сотрите и перекрасьте, либо тщательно вытрите апельсиновой палочкой, ведь затеки всегда будут давать отслойки. Сушим базу в лампе. Сейчас нужно донарастить ноготь на мизинце. Берем бумажную форму для наращивания. Для придания жесткости приклеиваем серединку под форму. Немножко сгибаем форму, чтобы ноготь не был плоским. И подставляем под ноготок. Форма должна быть подставлена плотно по всему свободному краю ногтя. Если в каком-то месте форма не доходит до ногтя и есть пространство, форму нужно подрезать. Ножничками делаем насечки от зоны точки вроста ногтя. Затем снимаем форму и от насечек мы делаем углубление, для того, чтобы ноготь глубже зашел под форму. После того, как мы вырезали углубление, форма плотно зашла под ноготь. Но чтобы боковые валики не приподнимали форму и не смещали ее, мы вырезаем 2 небольших треугольничка, пространство для бокового валика. Форма плотно зашла под ноготь. Теперь склеиваем края формы. Края должны быть склеены ровно, чтобы ноготь тоже был ровным. После постановки формы набираем каплю моделирующего геля и выкладываем гель на форму, на то расстояние, до которого мы хотим увеличить длину, плюс пару миллиметров для опила формы. Чтобы избежать долгого опила, гель выкладываем сразу по форме будущего ногтя. Подсушиваем гель в лампе половину нужного времени. После того, как гель схватился, но не досох полностью, зажимаем обратным пинцетом или специальным зажимом для создания арки, чтобы ноготь не был плоским. В таком состоянии удерживаем ноготь то количество времени, сколько он уже провел в лампе. Затем снова отправляем ноготь досушиваться в лампу. После просушки весь ноготок покрываем тонким слоем моделирующего геля. Обратите внимание, что гель ни в коем случае не должен выходить за грань базы. Если гель выйдет за грань базы, в этом месте будет отслойка. Набираем объемную каплю геля кисточкой и выкладываем ее на центр ногтевой пластины. Кончиком кисточки подталкиваем ближе к кутикуле, отступая приблизительно 3-4 мм. Кончиком кисточки хватаем гель и тянем его к свободному краю ногтя. Набираем еще одну объемную каплю, выкладываем ее в зону стресса. Это зона над свободным краем натуральной ногтевой пластины. И также только кончиком кисточки едва хватаем гель и волоском распределяем гель по форме. Переходим к следующим ноготкам. Здесь длина есть, поэтому сразу покрываем ноготь тонким слоем. Набираем объемную каплю геля и выкладываем ее на центр ногтевой пластины. Аккуратненько кисточкой подталкиваем гель под кутикулу и боковые валики и кончиком кисточки стягиваем гель вниз. К свободному краю гель должен сходить на нет. Если у вас гель жидкий, каждый пальчик делайте отдельно. Также, если быстро вы работать еще не умеете, делайте ногти по очереди. Покрыли ноготь, высушили, перешли к следующему ногтю. Таким образом вы избежите затеков и, естественно, сократите время для опила. Большой пальчик всегда покрываем отдельно, чтобы гель не стекал на бок и сушился ровно.
Также покрываем всю ногтевую пластину тонким слоем моделирующего геля. Затем набираем объемную каплю и волоском подтягиваем гель к кутикуле и боковым валикам. Добавляем еще одну каплю геля и стягиваем ее вниз, формируя свободный край ногтя. Сушим ноготь в лампе. После снимаем дисперсию, то есть липкий слой. Переходим к опилу. Корректируем свободный край ногтя. Так как гель мы сразу выкладывали по форме, опила здесь немного. Даже после идеального выравнивания ногтевой пластины моделирующим гелем зашлифуйте ноготь пилочкой, ведь так вы придадите ногтю более четкие и ровные грани. Зашлифовываем ноготь мягкой стороной пилочки. Около кутикулы и боковых валиков гель должен сходить на нет. Толстой большой ступеньки быть не должно. Если возле кутикулы и боковых валиков будет много материала, то со временем у вас 100% появятся отслойки. Переходим к следующему ногтю. Корректируем длину ногтя. Длина ногтя на указательном, среднем и безымянном пальце одинаковая, поэтому сравнивайте эти три пальчика. Мизинчик должен быть короче на 1-2 мм. Ноготь на большом пальчике длиннее на 1-2 мм. Глядя сбоку на опил, пилочка не лежит на ногте. Она под наклоном, тем самым мы запиливаем кончик ногтя, чтобы он был слегка опущен вниз, а боковая параллель ногтя была прямой, немного поднятой вверх. Зашлифовываем всю поверхность ногтя для идеального покрытия. Работая пилочкой, будьте аккуратны и не пораньте клиента. Для этого оттягивайте кутикулу и боковые валики. Дойдя до ногтя на большом пальчике, мы убираем уголки и подгоняем ноготь по форме к предыдущим. Несмотря на то, что свободный край ногтя на большом пальчике держался слабо, ноготь будет носиться идеально, ведь мы будем еще производить опил под ногтями. Чтобы сделать идеальное покрытие под кутикулу, мы должны тщательно убрать всю пыль и отодвинуть кутикулу. Мы кладем безворсовую салфетку, смоченную в дегидрате или спирте, на ноготок и аккуратно пушером пододвигаем кутикулу и счищаем пыль под кутикулой и боковыми валиками. После опила перед покрытием желательно пройдитесь тонким слоем базы вдоль кутикулы и боковых валиков. Это также поможет избежать отслоек, ведь в некоторых местах, возможно, вы убрали материала немного больше, чем это было необходимо. Затем базу просушите в лампе. После переходим к цветному покрытию. Я использую гель-лак фирмы Coco номер 817. Хорошо отжатой кистью покрываем основную часть ногтя. Затем аккуратно уголком мы прокрашиваем ноготь вдоль кутикулы и боковых валиков. Также лучше сделайте отступ 1-2 мм, чтобы гель-лак не затек под кожу. Гель-лаком также не нужно выходить за грань базы. Частой проблемой пастельных тонов бывают проплешины и неплотный цвет. Чтобы избежать эту проблему, берите более качественный и более пигментированный гель-лак и делайте кистью полные движения сверху вниз. Не стоит работать короткими мазками. Если вы под кутикулу подобрались не так плотно, как хотели, возьмите тонкую кисть-лайнер и докрасьте все нужные и желаемые вам места. Таким образом, у вас получится глубокое покрытие под кутикулу. Если где-то гель-лаком вы прокрасили кожу, уберите гель-лак апельсиновой палочкой.
Покрыв все ноготки и запечатав торец ногтя, гель-лак просушиваем в лампе. Для плотности цвета покрываем ногти вторым слоем гель-лака, который также сушим в лампе. После на палитру я добавляю небольшое количество жемчужной втирки с перламутровым переливом. Рядом капаю каплю базы и смешиваю два ингредиента между собой. После получения однородной массы кистью покрываем весь ноготок. Получаем красивый перелив жемчужных ногтей. Также не забудьте, что этой смесью также не стоит выходить за грань базы. Сушим в лампе. Все ногти покрываем топом. Запечатываем торец ногтя. Сушим топ в лампе. Переходим к опилу под ноготками. Я работаю узкой керамической насадкой. Фрезер работает на 30 тысячах оборотов. Сначала выпиливаем углубление по центру, убирая толщину ногтя до нужного нам момента. Затем плавно насадку сводим влево, также убирая ненужную толщину и отросший натуральный ноготь. После насадку немного под наклоном ведем справа к центру. Сглаживаем переход. Выпиливая ногти из-под низу, хорошо натягивайте подушечку пальца, чтобы не ранить клиента. После кожу вокруг ногтя обрабатываем маслом для кутикулы. Теперь берем силиконовую насадку для полировки. Включаем аппарат приблизительно на 15 тысяч оборотов и втираем масло для кутикулы в кожу. Так мы полируем кожу, и это также поможет избежанию бахромы через неделю. Насадку все время смещайте в бок, чтобы кожа не нагревалась. Результат работы сложной коррекции. Мы сменили форму. Изначально, я напомню, это были плоские широкие ногти разного размера. Сейчас же это аккуратненькие ровные ногти одинаковой толщины, ширины и формы. Под ногтями все чистенько. Если у вас получаются ногти такие, как были до коррекции, не отчаивайтесь, тренируйтесь, ходите на курсы и отрабатывайте технику на себе или на самых близких вам людях. Хороших вам работ и счастливых клиентов! Ставьте лайки и дизлайки, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик сверху в углу экрана, чтобы не пропустить, когда выйдет мое новое видео. Пока-пока!